Всем здорово, народ! Продолжаем с вами наводить суету в рейтинговых соло-кью каточках. Играем за ДК, все как обычно, все как вы любите. Всем приятного просмотра, погнали смотреть видос. Значит, мой второй дамагер в команде — это Прег Паладиныч. Мощная тема, то есть это не протик, да, и не ретрик. Соответственно, я уже рассказывал вам про данный билдачок, когда Паладин играет с одноручкой и щитом, да, но не по стандартному прото-билду. Но не суть. Прекраснейшая заморозка по всем трем оппонентам. Я не спешил здесь именно сразу же упороться в баланс друида. Несмотря на то, что хочу играть именно по нему. Потому что ждал, чтобы кто-то, соответственно, потратил свой тринкет. И вражеский воин сделал нам одолжение. Нажал тринкет. Я решил немножко побить его в это время. И потом уже переключиться на друида. Сразу же нажал зеленку, как только увидел запад друида. Сейчас, соответственно, он подарил нам миллион сил рун, которые мы сейчас прямо можем забурстить совуха и похоронить его таким вот образом под немоту, которую заранее выдал в преста. Практически заруинил мне своей смертью, ну, такой потенциальный, да, тиммейт на Паладиныча. Маловато хпшки у него осталось в моменте, а учитывая, что там был и Прист, и Варыч, Бабл его условно могли бы снять, если бы он его решил нажать. Ну и ладно, выжил и поблагодарим его за это, как говорится, каточку выиграли нормально. Вражеский приз не выдержал, ливанул. И сейчас немножечко уже мой союзный, да, лекарь Мирана сегодня, решил побоемить Варыча. Но мы таких, конечно, пацанчиков, приколистов максимально осуждаем. Ну какой БМ, вы чё? Никакого места БМу в этой игре нет, забудьте. Окей, народ, погнали дальше, вторая котечка, и здесь будет происходить, ну, просто сущий кошмар. Я вам так вот выдам краткую рецензию по катке. Значит, кастомная арена. Я здесь играю буквально второй раз, и вот чуть позже вы воочию увидите, почему здесь достаточно интересно бывают, конечно, игровые ситуации. В общем, будем посмотреть. Здесь увидел хорошую возможность для заморозки, как я, так и мой союзный прист, и он в это время выдал еще фир, как вы могли заметить. Не застакались мы по контролю, из-за того, что, ну, понятное дело, это рандомно, мы играем не по связи. И, конечно, неприятно получилось, хотя, ну, не так уж, чтобы прям супер критично, конечно, но в любом случае, да. Хотелось бы последовательно контроль выдавать. Значит, сначала мой шаманыч Элем откинул Холика, чтобы сбить ему каст, потом я к себе его грипнул, выдал волшебный поток. В общем, пытаюсь его максимально так вот матросить, чтобы он кнопочки не нажимал. Но здесь уже проблема у моего союзного лекаря, это нужно заметить. И, соответственно, я пытаюсь максимально сейчас замедлять как Вара. Видите, да, он не может подойти к престу. Так и Фиралыча, соответственно, по возможности тоже нужно будет этого тиммейта оттащить. На последних хпшках идет Боб, хороший, на самом-то деле, да. Выдал бобчик. И вот посмотри, что происходит. Поднимается просто какая-то платформа, мой приз на нее залез наверх. Варыч, соответственно, прыгает, там снизу стоит, пытается до него достать. Пошел Бабл от Паладиныча, мы его, соответственно, выбили. Нормально. Окей, фуловый циклон не захотел здесь стоять, поэтому нажимаю, соответственно, тринкет. Заморозка по всем трем противникам, в частности, по Холику. Потратил тринкет Холик, но у него больше ничего нету. Откидывает мой его Шаманыч, я его притягиваю, чтобы сбить каст, и в это время умирает вражеский Армс воин Найтс. GG, победка. Ну, достаточно динамичная катка. Интересно. Летим в следующую котечку, народ. Против нас баланс. Друид, Элем, Шаман и ДЦ Прист. Максимальная магия против нас. Она будет нам противником в данной схватке. Значит, здесь не спешим куда-то вперед лезть, знаешь, на рожон. Потому что стоять в поле против фулл-кастеров, ну, такое себе удовольствие. У меня залетает фулловый циклон, но мы его тринковать, очевидно, здесь не будем. В этом нет никакого смысла. Нажимаю зеленку под конец Старфола, и буквально за счет баланса друида у меня уже фуловая сила рун в самом начале боя. Здесь, короче, не спешим, просто ждем своего момента, ждем своей грамотной позиции, потому что вот у нас фулл сетап милишников, там фулл сетап кастеров в этом плане. Ну вот у меня этот Ферал Друидыч, да, второй ДПСер. И вот сейчас, да, хороший момент, когда подставляется вражеский ДЦшник, он подходит там в упор, видимо, хотел выдавать фир, наверное, такой был у него план, не знаю. И вот смотрите, какой момент, он потратил зубы, прямо на самом старте. И сейчас для нас идеальная возможность потерпеть. И после того, как зубы закончатся, просто через фуловую немоту вместе с Фералом можно в него забуриться. Сначала ему кикнул каст, сейчас идет удушение. И просто съедаем вражеского ДЦшника. У него без шансов для выживания какой-то. Вот, настиг его конец. Даже тиммейты ему не успели помочь. Народ, если вас интересует свежий кастомный сервачок по WoW 3.3.5, то я рекомендую присмотреться к проекту, имя которому Наздор. А если вас интересует дополнительный контент в виде гайдов на различные классы и спеки, гайды по настройкам аддонов, по настройкам интерфейса, то весь этот контент вы можете найти у меня на Бусти. Там скопилось уже больше 70 видосов, а также есть личный чат, в котором вы можете мне написать, и я отвечу на все ваши вопросы. Поэтому, если планировали поддержать мой канал копеечкой, то все ссылки в описании и в закрепленном комментарии. Всем спасибо, погнали смотреть видос дальше. Следующая котейка, народ, показывает, насколько сильно в данной игре решают хорошие сыгранные премейды, особенно если они там, скорее всего, по связи сидят. В общем, мне попалась двойка, а именно вот Прист и Варыч, которые в заранее заготовленной группе регнули данный режим. То есть вот они в двойке, и я отдельно сам по себе.
Хорошо, что они попались в мою команду, а не в команду противника. Значит, просто сейчас мы забайтили вражеского ДК на прожатие всех сейвов. Он отдал зеленку, отдал незыблемость льда. Ну и как бы, все. У них ничего не осталось, я выдаю немоту по Присту. Точнее, по Паладинычу, который уже тринкет потратил, кстати, на мою ненасытную стужную заморозку. И все, победа, как бы. И завершающая на сегодня котеечка, народ, будет самая длительная, опять же, по сравнению со всеми предыдущими. У меня в команде Джаггернот на Паладиныче. По-моему, это был Ретрик, если я ничего не путаю. Суть в том, что вот насколько мне запомнилось, он не особо понимал, что вообще происходит на арене, и как-то особо безинициативно, бездумно бегал, просто кого-то дубасил. Но это может быть еще и не так, сейчас проверим. Ну, во-первых, очень сомнительный, и опять же, паралич от него залетел по вражескому холю Присту. Особо не было в этом смысла, поскольку, ну а зачем? Мы никого даже не пытались еще бить, а он уже потратил весь свой контроль. Он и паралич выдал по холику, и стан в него еще прописал сверху. Типа, странный пацанчик максимально. Просто решил скинуть все кнопки, которые у него были. Ну ничего, посмотрим, как будет игра у нас здесь дальше развиваться. Против нас играет Дестра Варлок и Армс Воин на самом-то деле. Достаточно неприятная комбинация. Комбо. Снова провернул ту же тему, что под Блейдшторм Вара нажал незыблемость льда, поскольку не хочется терять все свое лицо. На самом-то деле максимально неприятная у него кнопочка. И лучше помогать своим тиммейтам себя прохиливать в такие моменты. Пошел по мне дизарм. Будем бегать. Момент передышки для нас, поскольку под дизармом мы особо наносить депас не можем. Мы с вами не анхолик. У нас скайлы так много не дамажат. Не, ну конечно, можно там подспамить какое-нибудь ледяное прикосновение, да, но это, конечно, все не то. То есть максимум это наши дотки будут дамажить, которые тоже не диспелимы из-за моего собственного авторского билда. Ну, в общем, здесь зажимают нас тиски. Пытался я здесь лосать вражеского Дестра Варлока, чтобы он на мне дополнительный депас не наносил, понятное дело. Не попался под его стан, вы видели в моменте, да, когда он застанил моего лекаря, но в меня не попал. Кстати, это была бы, по-моему, фатальная и критическая, если бы у меня все-таки получилось там меня законтролить. Еще же вот максимально неприятно то, что сквозь зеленку проходит его хаусболт, и вот это вот прям вот супер неприятная темка, понятное дело. Мой Джаггернаут бегает в контроле там, просто АФКшит. Легенда. Кстати, вот, к сожалению, моему, да, вот именно на Вармейне я не могу найти адекватный аддон, который будет отображать кулдауны моих тиммейтов. То есть я не вижу там тринкеты моих сокомандников, не вижу их основные кнопки. Если вот кто-нибудь из вас, народ, шарит, если у кого-то есть рабочий именно для Вармейна аддон, который показывает, соответственно, да, КДшки моей тимы, подскажите позже в комментариях, буду благодарен. Я попробовал через Arena Team Tracker отслеживать КДшки своих тиммейтов, они здесь багнуто работают, максимум там какую-нибудь расовую активку покажет и все. И через какой-то еще один аддон тоже пытался. В общем, у меня не получилось. Вот именно чтобы все было нормально, качественно отражено. Не получилось такого найти. Но мы возвращаемся дальше. Нашу каточку. Здесь как будто бы совершают ошибку игроки вражеской команды из-за того, что стакнулись все в одном месте. С другой стороны, вот у меня не было в это время ненасытной стужи. Это, конечно, было печально. Но, по крайней мере, мой Пристыч мог контроля знатно выдать. С одной стороны, не хочется сейчас играть по вражескому Дестра Варлоку, потому что он жирный, пробить его тяжело. Но с другой стороны, я не знаю, я просто вынужден бить того, кого бьет мой Джаггернаут. Он постоянно пытался пробить этого Дестрика. Да и плюс, если бы я полностью слез с Дестра Варлока, скорее всего, бы просто на фрикасте нам сделал очень больно. Ну и вы видите, насколько максимально сумбурная данная катка выглядит по сравнению со всеми предыдущими. Когда ты просто не можешь найти общий геймплей, да, со своим тиммейтом. Вот. Супер неприятно в таких играх, конечно, участвовать. И вот ты же не можешь в моменте таким-то голосом там в дискорде сказать пацанчику: эй, братишка, давай там будем с тобой бить вот один таргет, йоу. Не можешь. Давай будем последовательно контроль выдавать, тоже не можешь. И вам приходится как-то вот на какой-то чуйке подстраиваться под своего тиммейта, чтобы хоть как-то, знаете, синергию найти, хоть какую-то, и сделать общее дело, которое приведет нас к победе. Вин-кондишн найти сложновато. Как будто бы после бабла был бы смысл прямо грамотно перейти и начать дамажить именно Холли, паладинчика. Нас бы хватило с моим Джаггернаутом депса его пробить. И вот на самом деле он сейчас переключился на вражеского Холика, и как будто бы мне бы стоило с ним вместе заняться этим делом. Но я уже, видишь, я уже потерял к нему доверие. Здесь супер-супер неприятно получилось, что не хватило буквально миллиметра на то, чтобы нажать оковы по Армс Войну, чтобы немножко его подзамедлить, и мой прист смог спокойно бы его полосать за пиларчиком. Буквально там вот чуть-чуть не хватило. Несколько миллисекундочек он уже убегал за угол.
И это было неприятно. И вот сейчас я вижу возможность. Армс Воин лосает своего Холика. Он прям от него бегает максимально, и все, и умирает. Он просто вот буквально в соло похоронил сейчас катку для команды противника. Он просто специально как будто бы, я не знаю, может, переливер. Белли Монстр. Никнейм, да, Варыч? Вот просто взял, залосал своего хила и умер. Вот и все. Вот такой видос у нас на сегодня, народ. Пишите ваше мнение в комментариях, что понравилось, что не понравилось, какой бы вы хотели увидеть новый формат, может быть. В общем, все ваше мнение welcome выражайте. Всем же вам желаю удачи, всем прогрессив в PvP, в PvE. Всем на сегодня. Пока.